Это был очень несправедливый год. Я думаю, у любого из вас есть повод для гнева и возмущения. Многие столкнулись с беспределом. По всей стране люди выходили на митинги по самым разным причинам. И я рад, если вы в 2019 году не стали терпеть несправедливость. Это был вовсе не безнадежный год. Я не сторонник теории, что ничего нельзя поменять и нет никакого смысла бороться. В Екатеринбурге люди вышли и отстояли свой сквер. В Москве удалось отбить журналиста Ивана Голунова. Силовики подбросили ему наркотики, но даже, казалось бы, безнадежное дело развалилось, а последующее давление вынудило возбудить уголовное дело уже против преступников в погонах. Удалось отбить или избежать реальных сроков у некоторых задержанных по так называемому московскому делу. И я рад, если именно вы были неравнодушны и внесли свой вклад в эти истории. Уважение. Такое простое и понятное слово. Мы перестали уважать себя. Можно ли уважать себя, когда ты закрываешь глаза на несправедливость? Нет. Но всегда проще найти оправдание несправедливости и беспределу. И мы делаем этот выбор. Я часто слышу пафосные речи и читаю комментарии, в которых звучат слова «родина» и «патриотизм». Но чаще всего это пустые слова. Мы перестали любить свою землю, потому что смирение и равнодушие несовместимы с любовью. Я много езжу по стране и давно заметил, что чем требовательнее жители, тем лучше город, тем больше порядка. Чем активнее люди критикуют, протестуют, участвуют в жизни своего города, тем быстрее что-то меняется к лучшему. Настоящий патриотизм начинается, когда вам действительно не безразлично ваше будущее и вы готовы его строить. Если бы в Екатеринбурге люди смирились с тем, что без их ведома мэрия решила воткнуть в парке храм, то сейчас бы уже заканчивали отливать фундамент. Иван Голунов бы сидел полгода в СИЗО, а мы бы равнодушно читали редкие новости судебных заседаний. Если бы мы поверили, что раз за дело взялись ФСБшники, что государственная машина наехала на простого журналиста и что точно ничего нельзя сделать. Если бы люди поверили, что на выборах все решено, что невозможно что-то поменять, невозможно выиграть у государства, то Даша Беседина не стала бы депутатом Мосгордумы. А в Петербурге не выбрали бы 100 оппозиционных депутатов. Потому что смирение и равнодушие – это в первую очередь потеря уважения к себе. Вы сильные и прекрасные. Вы даже не представляете, на что способны. Ваш голос может реально все изменить. Вам же не сложно иногда делать выбор. Хорошо, я приведу еще пример. Ваш звонок или сообщение могут сделать счастливым близкого вам или совершенно незнакомого человека. Это же так просто, так легко, а результат кратно будет превосходить затраченные усилия. Ваше участие нужно многим людям, и вы даже не представляете, сколько людей помогут вам, когда вам будет нужна помощь. Когда я запускал фонд внимания, я думал, что никому это будет неинтересно. Но тысячи людей по всей России начали перечислять деньги, и мы смогли восстановить уже 16 объектов по всей стране. Кто-то перечисляет совсем небольшие суммы, 50 или 100 рублей в месяц. Но именно такие пожертвования позволяют нам менять мир к лучшему. Когда мы объявили о том, что участвуем в выборах в Москве и Петербурге, сотни волонтеров пошли помогать. Люди начали жертвовать деньги, и благодаря им мы смогли победить. А вы знаете, что если всего 15% жителей России будет жертвовать всего 1 рубль в день, у нас не будет детей-сирот. Всего 1 рубль в день. Вы даже не наклонитесь, чтобы поднять его с пыльного тротуара. И все сироты, которые сейчас находятся в детских домах, будут устроены в семьи. Не будет горя и искалеченных судеб. Так мало нужно вложить, и такой может быть результат. Если бы каждый из тех, кто сейчас смотрит этот ролик, поддержал фигурантов московского дела, то сейчас все они встречали бы Новый год, как и вы, за новогодним столом со своими родными. Так мало нужно сделать, чтобы сотворить чудо. Этот год показал, что все возможно, что нет ни одного повода опускать руки. Каким будет следующий год, зависит только от вас. Я поздравляю вас с Новым годом. Я желаю вам не быть равнодушными. Я желаю вам в Новом году уважения и справедливости. Я желаю вам много чудес. Они не произойдут сами собой. Но именно вы можете стать человеком, благодаря кому чудо свершится. С Новым годом!